Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Иду сейчас в магазин, как всегда, в Кожанке. В Турции хорошо. Сегодня иду в А101, мой любимый магазин, если честно, да. В Турции есть много магазинов сетевых, но я люблю именно вот А101. Не знаю, почему там всегда вот какие-то вот акции, скидки, то есть такие штуки мы любим, поэтому, наверное. Вот, сейчас иду недалеко от дома. Кстати, кто на канале впервые, 3 года назад мы переехали в Турцию. Вот уже год живем здесь, в городе Селивке. До этого жили в Газипаше. Переехали мы с 3 детьми в прекрасную страну солнечную. И сейчас у меня муж работает на атомной электростанции. Я работаю удаленно. По поводу удаленки можете писать мне в Телеграм. Ссылка в описании. Можете проходить, смотреть. Кому интересно, ко мне, кстати, с Ютуба пришли уже много людей. Я создаю группы, обучаю сама. Люди начинают зарабатывать, так что кому интересно. Да, кстати, есть на канале подписчики, которые уже давно. И знаете, вот хочу поделиться с вами, да. Мне так нравится моя работа. Мне нравится, оказывается, обучать. Никогда я не думала, что, когда-нибудь, чтобы я стану каким-то типа учителем, там, наставником, может быть. И оказалось тут так, что мне очень нравится, оказывается, обучать людей. И мне нравится потом смотреть на результат, когда начинают люди зарабатывать, получать деньги, и они такие счастливые, и мне нравится, вот это все. И вот я хотела с вами, поделиться. В общем, дошла я до А101, потому что я знаю, что людям интересно, какие цены сейчас в Турции. Давайте начнем с овощей. Смотрите, картошечка 13 лир. Сегодня смотрела курс 2,75. Так. Картошка 13, лук 19. Здесь это что-то непонятное. Красный лук 32 лиры, чеснок за 200 грамм 54. Вот. Груши есть вот по 49 лир. Апельсины 34 лиры. Портокал называется. Яблочки 47 лир. 39 лир есть вот яблочки. Но мы, если честно, все обычно покупаем либо в лавке, где продукты продают, то есть фрукты, овощи продают, либо на рынке. На рынок что-то в последнее время особо не езжу, разленилась. Перец зеленый 300 грамм 37, 34 лиры. Кокос 1,39 стоит. Манго 49, но манго, как вы видите, нету. Огурцы 57 лир. Киви 89 лир за килограмм, авокадо за штуку 39 лир. Кстати, вот авокадо хорошее можно взять. Вот. Я обычно всегда прохожусь, потом иду уже покупать себе, если что-то надо. Бананы 69 лир, мандарины 38 лир. Морковка за 350 грамм 14 лир. Вот. Что еще? Красный перец 300 грамм 44 лиры. Помидоры 49 лир. Лимоны 29 лир, кабачок 49 лир, это за килограмм, все, я вам говорю. Так, помидоры вот есть вот такие вот по 43 лиры, по 59 лир, потом 49 лир за килограмм. Это что, интересно, Карнбахар? Короче, я не знаю, в общем, вот эти вот 54 лиры 500 грамм, а вот это я не знаю, что это такое. Вот, если бы я знала, что такое, но я не знаю, что это такое. Дальше. Это перец по 300 грамм. Здесь 150, здесь 300, то есть разные перцы. Ну, в принципе, по фруктам, овощам все. Давайте покажу, сколько стоит чай. Чай, значит, килограммчик чая 134 лиры. Килограмм 195 лир, 191 лира, 200 лир. То есть вот такие вот цены. Вообще есть за килограмм и 119 лир. Знаете, вот чай в Турции немножко отличается от нашего. Его нужно дольше немножко держать, поэтому он такой, как сказать, быстро уходит, что ли. Наверное, так. Хотя в России у нас тоже быстро уходил чай. Бывает вот за 500 грамм 143. То есть
Вот зависит от количества. То есть, ой, от фирмы. От фирмы, да. И от количества тоже, кстати. То есть 500 грамм можно купить за 117, килограмм за 200 лир. Вот. Если брать вот такие вот чаи, допустим, да, вот здесь есть интересные чаи, типа там со вкусом, с ромашкой, все вот такие вот вещи всякие полезные, по 59 лир, 20 штук. Если брать, которые мы привыкли, допустим, Липтон, то они идут по 48 штук за упаковку, будет 90 лир. Вот, ну, примерно такие цены на чай. Долго не буду застревать на чае, потому что, ну уж очень много всего, что можно показать. Кофе, так, кофе нашего, который мы покупаем, что-то в последнее время нет. А мы пьем всегда Якобс, Монарх и Кронат. Нет, не Монарх, Якобс Голд мы пьем. Вот, а почему-то они вообще пропали. Почему-то вообще нету. Ну ладно, в общем, обычно мы покупали за 100 лир, вот примерно наподобие упаковку. Но, а вот это вот, допустим, Нескафе 65 лир примерно. Сколько? 80 грамм. Посмотрите, сколько у вас стоит кофе. Вот примерно вот такой вот, чтобы упаковочка была и сублимированный был кофе. Посмотрите, сколько стоит у вас и сколько грамм. И напишите, пожалуйста, если у кого есть возможность. Так, любимый чай, где он, наших туристов, которые всегда покупают, это что-то его не видно, хотя он вроде всегда был. Слушайте, вот так вот на камеру смотрю, не вижу. Смотрите, вот такой вот мы всегда покупали. Монарх Голд, правильно сказала, Якобс, стоит 210 лир, мы покупали за 100 лир, 100 грамм, представляете, насколько подорожало, 210, Кронат 195. Обалдеть, цены, друзья, вот реально мы покупали кофе за 100 лир, 100 грамм, а сейчас оно вдвое дороже. Вообще шок. Не, я точно буду ватами брать кофе, там оно хоть по качеству выше и не настолько дорогое. Короче, я, конечно, в шоке. Ну ладно, дальше идем. Ну вот, кстати, вот такой кофе любят наши туристы. Ну, кто приезжает в Турцию. 100 грамм стоит 56 лир. Его нужно варить, то есть оно не сублимированное, имейте в виду. Может быть, кто-то не знает, но вот его всегда в подарок покупают, всегда привозят. А так, если брать, допустим, 3 в одном, есть за 4,50, есть за 9,50, есть за 10, есть за 6. То есть вот такие вот поштучные, если брать. Не буду показывать сладкое. Можно показать, вот, наверное, вафли. Многие любят вафельки кушать. 37 лир, 40 лир, 29 лир, 29 лир. То есть это что касается к чаю. Вообще очень много вот батончиков всяких, да, вот, допустим, вот таких вот поштучно, по 14, по 6, по 25. Цены вообще очень сильно разные и тоже отличаются от объема и отличаются от фирмы. А вот знаю, что вкусняшка вот такая вот в Турции. Многие ее любят, рулакат называется. Там такие трубочки. Вот, есть вот в такой упаковке. Стоит 56, 27. В общем, вот такие цены. Ну и, конечно же, Милка. Шоколад, который мы очень все любим. Бывает, что здесь акции на них бывают по 29 лир. Сейчас 68 лир стоит. Конечно, дороговато. Вот. А так, если брать, допустим, турецкую плиточку шоколада, вот, с орешками, 39 лир. Конечно же, все, что для русскоговорящих, оно будет дороже. Вот. Так, что еще? Здесь сладенькое все. Наверное, дальше пойдем. Люблю, конечно, я фильмы смотреть и кушать чипсы, но они очень сильно вредные. Поэтому, ну, вот такая вот упаковочка стоит 42 лиры. Кому интересно, Лейс. Вот. Ну, а так я не советую никому вообще себя этим травить. Вот. Ну, сама иногда тоже себя травлю. Понимаю, что это вредно. Так, 5-литровая вода стоит 32 лиры. Да,
когда мы только в Турцию переехали, еще 3 года назад, мы прям вот подсели на эти соки очень сильно. Мы удивились по вкусу, какие они очень сильно отличались. Сейчас, как говорится, привыкаешь к одному, и мы их особо не пьем, потому что приедается. 29 лир стоит упаковочка, но они реально очень вкусные. Попробуйте, если приедете сюда. Детские соки стоят по 7 лир, по 11 лир. Вот. Ну, обычная вода, вот, допустим, 0,5, 3 лиры стоит. Думаю, нормальная цена. В принципе, сколько у вас такая 0,5 вода стоит? Здесь вот получается что-то в районе 8-9 рублей. Попкорн 20 лир. Семечки. Семечки здесь тоже, кстати, отличаются от наших семечек. Они длинные, вот такие вот длинные. Есть с солью, есть без соли. 250 грамм, 41 лира. Орешки, да, вот тоже вот люди спрашивают, сколько стоят орешки. 150 грамм кешью стоит 84. Миндаль 150 грамм, 84. Что еще показать? Ну и фундук, да, 84 стоит, 150 грамм. Орешки примерно такой цены. И инжир сухой. Так, смотрите, сухой инжир 250 грамм, 110 лир. И у меня зарядка, оказывается, садится. Сейчас быстренько пробегусь. Вот. Всегда у меня вот так вот. Только вроде выйдешь, а уже зарядки нету. Короче, надо менять срочно телефон. Я уже, наверное, целый год об этом говорю. Наверное, уже не раз слышали, как я это говорю. Батон стоит 10 лир. Яйца, кстати, яйца очень сильно подорожали. Смотрите, 30 штук 159. И в Турции есть такое, то что если это М-ка, то это средний размер. А если это Л-ка, то 170 лир. Молочко вот такое вот в коробках есть. Если 3,5, то 32 лиры. Если, допустим, молоко такое 1,5% жирности, то 23 лиры. Молоко есть вот такое в коробках, а еще есть в холодильнике. Конечно же, мы стараемся брать в холодильнике молоко. Так, оливковое масло. 205, 209, 237, 219, смотря какая фирма тоже. Есть растительное масло. Литр 73, 2 литра 142. И 5-литровка 305 лир. Вот, макароны. Смотрите, макароны тоже есть разные. Есть и по 12 лир, и 24 лиры, 24 лиры, 17 лир. То есть мы обычно всегда вот такие вот покупаем. 24, вот, например. Ну, в общем, стараемся не брать вот эти вот дешевые, стараемся немножко подороже брать. Вот, хотя дешевые, в принципе, мы тоже покупали, пробовали, они тоже вкусные. Вот, что еще показать? Здесь вот крупы. Здесь опять макароны. Крупы, если брать, то нут килограмм стоит 69 лир. Фасоль килограмм стоит 79 лир. Томатная паста. Из перца, кстати, 31 лира. 650 грамм. Допустим, что еще? Томатная паста 830 грамм в банке 35 лир. Потом булгур 1000 грамм, то есть это килограмм 29 лир. Барилла, кстати, хорошие макароны. Мы тоже их частенько берем. Стоит 33 лиры. Бывают иногда акции на них. Знаете, когда вот так вот начинаешь снимать, говорить, язык заплетаться начинает, вспоминаешь слова и иногда бывает запутываешься. Так что не судите строго, а лучше ставьте комментарии свои и лайки. Это будет намного для меня полезнее. Так, смотрите, вот такой вот есть удлиненный рис. Вкусный. Килограммчик стоит 49 лир. Есть вот за килограмм 26 лир. То есть цены очень сильно разные. Но он такой круглый, он больше, знаете, для суши, роллы, вот на такие вот подойдет. И еще я люблю вот такой крупный рис. Он вроде и длинный, и крупный. 2,5 килограмма, 122 лиры. Если брать, допустим, его килограммчик, то 80 лир, 72 лиры.
Что еще показать вам? Чечевица, килограммчик 42 лиры. Зеленая чечевица, килограммчик 59 лир. Так, с этой стороны, если смотреть, оливки черные, вот 49 лир. В общем, зеленые, как обычно, вроде как мы привыкли, да, вот в таких, в водичке, в такой упаковке 400 грамм 79 лир стоит. Ну, а если брать вот такой вот черные, как маслины, да, они у нас называются, у них они и те оливки. Вот, просто по сути, это же одно и то же, на одном же дереве растет, просто это не спелые, когда еще зеленые срывают, а это уже спелые, когда они чернеют. Я этого раньше не знала. Оказывается, так оно и есть. Смотрите, вот такая вот упаковка тоже, если брать, видите, они какие сухие, как будто бы. 800 грамм, 205 лир. В общем, вот такие вот дела. Тут какая-то акция, походу, мужчина пришел, что-то там рассказывает. Вот, здесь есть пасты арахисовые, 350 грамм 69 лир, 400 грамм 59 лир. Что еще? Каша. Смотрите, кашу мы всегда здесь покупаем. Есть вот такая вот каша, да, она стоит 47 лир. Есть за 47. То есть цены одинаковые, но обратите внимание, здесь 500 грамм, а здесь 350 грамм. И еще отличие в том, что вот это вот мягкое, а вот это вот жесткое. Напишите, сколько овсянка у вас стоит, 500 грамм. Ну, именно вот для каши. Несквик, килограммчик стоит 180 лир. Давайте кошачьи для кошек питание скажу. Говорят, что оно здесь дорогое. Штучка 28 лир. Если брать вот сухое, 300 грамм 91 лира. Консерва. Вот такая вот. Это, наверное, для элитных кошечек. 49 лир. Вот такая вот. Ну и вискас. Большая банка 420 грамм 99 лир. Что еще? Есть вот такая подешевле банка 400 грамм 49 лир. Вот, ну, примерно цены показала. Давайте покажу то, что всегда я покупаю. Это для запекания бумага. 8 метров стоит 39 лир. Еще бывает такое, то, что они бывают вот 10 штук внутри. 49 лир. Вот такие бывают еще. Что еще показать? Так, майонез. Майонез 840 грамм 85 лир, 840 грамм 66 лир. И все зависит от того, что здесь жирности поменьше, здесь жирности побольше. Кетчуп 650 грамм 69 лир. Килограмм 46 лир. Ну и какие-то вот такие вот всякие кетчупы, майонезы. Вот, допустим, калевые с чеддером. 240 грамм 79 лир стоит. Огурцы. Огурчики, корнишоны 46 лир. Вот такие 27 лир. Хотя вроде граммовка одинаковая. Не знаю, в чем разница. В общем, вот так вот. А любим мы вот такую кукурузку покупать. 3 штуки консервы. По 150 грамм 71 лира. Так, давайте покажу сахар. Сахар 2 килограмма 74 лиры. Килограммчик 44 лиры. 2 килограмма муки белой 39 лир. 2 килограмма цельнозерновой муки 65 лир. Это у нас манная каша 500 грамм 14 лир. Это кукурузная мука 14 лир, 400 грамм. Что еще показать вам? Что еще очень важно? Ну, давайте мясо покажу. Еще перед тем, как мясо показать, давайте я покажу вам кефирчик. Литр кефира стоит 43. Есть за 52 лиры. И молоко вот такое вот мы обычно берем. Во 101 нету в банках таких вот
которые продаются в Турции, они в шоке есть. Либо там мы берем, либо вот этот вот. Если коробка стоит в холодильнике, то это хорошее молоко, поэтому мы берем его. 30 лир стоит за литр молока. Вот айранчик литр стоит 35 лир. Йогурт 3 килограмма 122 лиры, 2 килограмма 72 лиры, 3 килограмма 125 лир. Смотрите, 1,5 килограмма йогурта стоит 66 лир. И мы обычно вот такой вот и берем. Самое главное, что здесь 4% идет. Что-то типа протеин, что-то еще. Ну, в общем, 4% мы всегда берем. И поверьте, он такой густой-густой. Если уже 8%, то он очень густой получается, как сметана наша. Так, тут я не буду мешать, пройду дальше немножко. Очень большое количество всяких вкусняшек. Грибы 300 грамм 52 лиры. Очень много разных сыров, очень разных. Сливки 18% 39 лир. 35% сливки 47 лир. Сыров действительно очень много. Ну, вы, кстати, на канале можете найти еще один ролик. Вот в шоке я снимала сыры. В А101 еще больше выбора. Смотрите, какие очень-очень вкусные вот эти вот. Вот такие. У меня даже тетя приезжала, когда купила вот именно вот их. Есть вот такие, как палочки, чубук называется. А есть топ, ну как как мячики такие маленькие. Вот сыры есть 300 грамм 90 лир, 250 грамм 92 лиры. Вот, и все это умножаем на 2,75. Есть творожный сыр. В общем, сыров очень много. Вот, еще вот такой сыр очень вкусный. Вот такой, обратите внимание. Быстренько покажу. Курица 139 лир, килограмм 210. И это все зависит от того, какая часть курицы. Вот, если, допустим, пирзола, то 139 лир за килограмм. Бонфиле — это филейная часть, кстати, возьму-ка себе. Нет, потом с вами доболтаю, потом возьму. Ножки стоят 109 за килограмм. Короче, иду дальше. Вот. Здесь осталось только уже, наверное, заснять хозяйственные товары. Вы, кстати, напишите, заснять вам как-нибудь, прийти к хозяйстве товара или нет. Потому что я их сейчас, наверное, не буду снимать, потому что видео получится очень большим. Ну и прикассовая зона, постоянно всякие вкусняшки. Тут бывают акции. Вот. Смотрите. Очень много вариантов шоколада. Вот такая вот сегодня у нас прогулочка, такой обзорчик для вас. Так, ну что, друзья, всем, наверное, пока на этом. Буду прощаться с вами. Всех люблю, всех целую. О чем еще снять для вас видео? Пишите, друзья. Не забудьте в описании заглянуть. Переходите на другие каналы, ставьте лайки. И, конечно же, отправляйте своим знакомым, друзьям видео. Для меня это будет очень полезно, для моего канала. Мой канал будет развиваться с вашей помощью. Спасибо большое всем. Всех целую. Всем пока.